Просто надо осознать, с чем имеем дело. А дело имеем с мировой войной. На самом деле это очень важная разница. Украинско-русская война, да, нападение на Украину, это где-то война на перифериях Восточной Европы, или это мировая война, которая, я утверждаю, готовилась многие годы, готовилась системно, и это системная война, которая поменяет порядок на земле. И хочу показать основные моменты. Просто давайте перекрутим этот фильм назад и вернемся в 70-е, да, когда возникал римский клуб, который говорил про риск похолодания, да, глобального. И после падения СССР оказалось, что каналы, которые разводили красную пропаганду, просто поменялись на зеленую. И вдруг оказалось, что эта зеленая пропаганда, уже про смены климата, да, вдруг стала очень важной, очень выгодной для того, чтобы Россия это профинансировала, в принципе, по всей земле. Для чего? Для того, чтобы создать спрос на русский газ. В результате, я считаю, произошел сговор Старой Европы с Россией, то, о чем я писал на 4-й день войны. Суть его в том, что чтобы достичь глобальных изменений. А глобальные изменения – это выбросить Соединенные Штаты из Европы. Сговор между Россией и, по сути, Германией, потому что она финансировала все это так на Западе, как и на Востоке, заключался в том, чтобы выдворить американцев из Европы, что поменяло бы вообще геополитику всей планеты. И если смотрим, да, надо напомнить, какие моменты были. Во-первых, Германия создала невероятный спрос на русский газ, уничтожая свою ядерную энергетику. Русский газ оказался самым экологическим по нормам Еврокомиссии, да, топливом на Земле. Просто вот ничего более чистого для зеленой энергетики в Европе не было. Это во-первых. Во-вторых, надо видеть, что ликвидация ядерной энергетики, она имела системный характер. Почему? Потому что никогда Путин не получил больше денег, чем в первые 2 года войны за газ. Это показывает очень важную гарантию, которую Россия получила. Дальше надо понимать, насколько сливались элиты Германии и России. Да? Если смотрим не только Германии, Австрии, это политика последовательна, в принципе, это Шредер, это Меркель, это Шольц. И кажется, что этой политике конец, потому что эта политика была сумасшествием. Дальше, если смотрим на очередной фактор, это ограничения, которые связаны с транспортом бронетехники через территорию Германии. Помним, что помощь, которую Украина получала, приходила в обход Германии. Германия уничтожила полностью свою армию. Короче, из 16 бригад при Меркель остались 4. Дальше. На конец дня оказалось, что Меркель просила Байдена, чтобы ликвидировал базы американские в Европе. Я на это смотрю таким образом, что война – это с одной стороны меч, а с другой стороны щит. И сговор заключался в чем? В том, что Россия употребляет меч, а Германия снимает щит. Если посмотреть на то, что происходило, такое дело было. Тогда по-другому посмотрим на блокад Германии входа Украины в НАТО. По-другому посмотрим про блокад Германии развития инфраструктуры защиты на восточном фланге НАТО. По-другому посмотрим на десятки мероприятий, которые принимались таким образом, чтобы суверенитет Центральной Европы был под вопросом. Я хочу сказать так, что с этой точки зрения просто получается так, что
Получается так, что эта системная война подготовлена Германией и Россией, спонсирована Германией полностью. Германия создала коалицию, в компаньоны взяла другие страны, прежде всего Францию, которую просто коррумпировала, которую купила и давала ей возможность жить за свой счет в каком-то плане. С другой стороны, Венгрия, которая была голосом. Надо помнить, что Путин сделал визиты в Польше, например, когда говорил про раздел Украины. Туск не только отказал, но озвучил это. Но просто думать о том, что Путин не сделал таких, не перевел таких переговоров с Орбаном, да, не перевел таких разговоров, оказывается, что отсутствие поддержки для Украины не было случайным. Например, сегодня узнаем, что Германия начала помогать Украине только под сильным давлением со стороны Вашингтона. Не было такого стремления. Короче, Германия вела себя как союзник. И союзник России. Союзник России, абсолютно. И без сомнений, немцы – это хороший, мирный, пацифистический народ. Этого никто не отрицает. Но элиты немецкие вели политику, которой нельзя на сегодня отмазать тем, что Меркель прикидывается идиоткой, да, рассказывая, что вот она не знала, что Путин обманул. Ну, когда не знала? Но до Грузии не знала. До Грузии не знала, до Крыма не знала. Просто это последовательная политика. Я хочу напомнить, 2014 год, после Крыма уже, когда Германия, когда Германия обошла санкции и ДМГ Мори, фирма, да, которая построила в России завод, который производит станки, которые производят все эти ракеты, которые убивают. И я читал речь заместителя президента ДМГ Мори на открытии, который тогда сказал такое: вот как хорошо, что мы успели открыть этот завод, который не обходит санкции, да, что мы можем производить станки на территории России, что мы не пошли на предложение Алмаз Антей, чтобы от них взять помещения, что построили свои, и мы можем дальше производить. На самом деле попытки отключить эти станки не получилось за всю войну, хотя десятки депутатов украинских, министров, да, направляли письма Бундестаг. Но не только, просто и ничего не получилось, да. Вот, это подтверждение. И можно сказать, что то, что сегодня наблюдаем, это, я бы сказал, конец этой политики. Я наивно верил 28 февраля 2022 года, я уже написал, что рухнул уже, да, сговор старой Европы с Россией, да, направленный на выдворение Соединенных Штатов. На самом деле этот сговор работал. Работал еще, когда сюда приезжали Шольц, Макрон из Италии, да, президент. Он работал, в принципе, до 23 года, до речи Макрона в Братиславе, который просто пальцем показал, что Франция не участвовала в этом, что на самом деле всему виновна Германия, что Франция готова гарантировать Центральной Европе мир и так далее. И гарантии. На самом деле, с чем имеем дело? Имеем дело с посягательством на ликвидацию суверенитета стран Центральной Европы и с посягательством на выдворение Соединенных Штатов из Европы. Если бы не второй фактор, первый фактор просто уже сегодня не было бы таких стран, как Эстония, Латвия, Литва, Польша. Тезис ставлю, что, во-первых, все эти страны должны быть благодарны украинскому солдату, который спас суверенитет этих стран,